Полуостров Юкатан всегда поражал своей красотой и геологическими чудесами, но он также ограничивался мелководьем, которое мешало ему раскрыть весь свой потенциал. Сейчас ведется беспрецедентный инженерный проект, чтобы изменить ситуацию. Сотни миллионов кубических футов грунта извлекаются из Мексиканского залива в одном из крупнейших драгировочных предприятий, когда-либо проводившихся в стране. Что движет этой колоссальной операцией? Почему именно здесь и почему именно сейчас? Вот почему Мексика вынимает тонны грунта из Мексиканского залива, и результаты поражают воображение. Спящий гигант Юкатана. Полуостров Юкатан – это место, где история, геология и природа сходятся в впечатляющем сочетании. Его фундамент – свидетельство катаклизма и возрождения, сформированный событием настолько масштабным, что оно изменило ход жизни на Земле. Около 66,5 миллиона лет назад гигантский астероид диаметром примерно 6 миль, около 10 километров, врезался в планету с невообразимой силой. Этот удар создал то, что сейчас известно как кратер Чиксулуб, огромный шрам, зарытый под поверхностью полуострова. Ученые рассматривают этот кратер как «Smoking Gun», одно из крупнейших массовых вымираний в истории, гибели динозавров и триумфа млекопитающих. Сегодня полуостров – настоящее чудо биоразнообразия. Его побережья усыпаны белоснежными пляжами, которые будто тянутся в бесконечность и привлекают путешественников со всего мира. Во внутренних районах густые джунгли населены сотнями эндемичных видов животных и растений, не встречающихся больше нигде на планете. Сеноты – естественные провалы в известняке, образовавшиеся вследствие обрушения, открывают завораживающие подводные миры с кристально чистой водой, манящие исследователей и ученых. Тем не менее, несмотря на природное великолепие и геологическую значимость, Юкатан долгое время оставался парадоксом. Регионом с огромным экономическим потенциалом, но сдерживаемым отсутствием современной инфраструктуры. Десятилетиями его порты отставали от требований глобальной торговли, транспортные сети были скромными, а логистические возможности – недостаточными для обслуживания масштабов торговли, проходящей через Мексику и за ее пределами. В отличие от оживленных портов Мексики на Тихом и Мексиканском заливе, у Юкатана нет глубоководного мегапорта, способного принимать новое поколение сверхбольших контейнеровозов. Нет и разветвленных промышленных логистических хабов, стратегически расположенных для эффективной перекачки грузов с моря во внутренние районы. Не существует современного морского узла, который использовал бы выгодное географическое положение полуострова как перекресток между США, Карибским бассейном и Европой. Во многих отношениях Юкатан был спящим гигантом. Его огромный потенциал дремал под поверхностью, скрывая силу экономических процессов. Теперь это положение меняется. В 2025 году произошел решающий поворот. Правительство Мексики объявило одну из самых амбициозных программ модернизации портовой инфраструктуры в истории страны. Центр плана извлечение поразительного объема песка и грунта, оцениваемого в сотни миллионов кубических футов, непосредственно из Мексиканского залива. Это колоссальное предприятие, в котором задействована передовая драгировочная техника, работающая неустанно день и ночь, чтобы переработать морское дно, углубить гавани и построить инфраструктуру, способную вывести полуостров в торговую карту 21 века. Этот проект не просто физическое строительство. Он символизирует пробуждение давно упускаемой роли Юкатана в глобальной торговле.
Решимость правительства задает новую эпоху, в которой полуостров готов сбросить оковы инерции и стать важным игроком в экономическом будущем Мексики. Время для этой трансформации выбрано не случайно. На фоне торговые отношения Мексики и США разогреты до беспрецедентного уровня. К 2024 году двусторонняя торговля достигла ошеломляющей суммы в 840 миллиардов долларов, что закрепило за Мексикой положение крупнейшего торгового партнера США второй год подряд. Экспорт Мексики в США рос устойчиво, показывая годовой прирост около 6%. В этих поставках самые разные товары – автокомпоненты и готовые автомобили, передовая электроника, сельскохозяйственная продукция, нефтепродукты и все более сложные промышленные изделия. Импорт из США также увеличивался, укрепляя плотные цепочки поставок, пересекающие границу. Основу морских перевозок сегодня составляют постпанамакс-контейнеровозы, гиганты инженерной мысли, превосходящие по размеру предыдущие поколения судов. Эти суда достигают длины более 964 футов, почти 3 футбольных полей, и вмещают 14 520 и более TEU. Крупнейшие суда теперь превышают 24 тысячи TEU, символизируя стремление судоходной отрасли к масштабу и эффективности. Но такой масштаб требует инфраструктуры соответствующего уровня, глубоких, широких и технологически продвинутых портов. На данный момент в Мексике лишь 6 портов способны принимать подобные суда, и полуостров Юкатан, несмотря на свое стратегическое положение, отсутствует в этом элитном списке. Это создает узкое горлышко в цепочке поставок, которое грозит замедлить поток грузов на фоне растущего спроса. Но одновременно это открывает и огромную возможность. Модернизация морской инфраструктуры полуострова может открыть новые торговые коридоры, увеличить экспортный потенциал Мексики и укрепить связи с мировыми рынками. Для Юкатана настало время проснуться и занять свое место в североамериканской и трансатлантической торговле. Порт Прогрессо с его пирсом, ведущим в никуда, является и символом амбиций, и напоминанием о том, какие ограничения налагает природа и время. Он известен как самый длинный пирс в мире – почти 4 мили, около 6,4 километра, уходящие в Мексиканский залив, инженерное чудо, сооруженное в конце 1930-х годов, когда морская торговля по заливу начинала набирать обороты. Пирс был построен, чтобы достичь глубинных вод, которых не хватало у береговой линии. В 1980-е пирс был удлинен для соответствия растущим требованиям международных перевозок. Но, несмотря на масштаб и историческое значение, вокруг пирса сложилась упрямая и разочаровывающая проблема. Подступы и фарватер стали узким местом, серьезно ограничивающим возможности порта по приему современных грузовых судов. Глубина фарватера остается на уровне 12 метров, а ширина канала всего 150 метров. В эпоху постпанамакс судов эти параметры недостаточны. Современные суда требуют большей глубины и ширины для безопасного и эффективного прохода. Канал Прогрессо слишком мелок и узок, что делает его рисковым для судов с осадкой свыше 32 футов, приблизительно 9,8 метра. Это ограничение порождает цепочку последствий для всей логистики региона. Суда, не способные пришвартоваться в Прогрессо, вынуждены швартоваться в других портах. Прежде всего в Веракрусе, значительно южнее. Оттуда груз часто перегружают на баржи или автотранспорт для доставки обратно в Юкатан. Маневры, добавляющие 12-18 часов к времени транзита,
и увеличивающие стоимость перевозки на $1000 за контейнер. В мире, где решающими факторами конкурентоспособности являются скорость, надежность и стоимость, такие ограничения делают Прогрессо серьезным узким местом и оттягивают торговые потоки от Юкатана, ослабляя его роль в морской экономике Мексики. Столкнувшись с этими задачами, власти Юкатана разработали амбициозное апостома и преобразующее решение. Чтобы возродить порт Прогрессо и вернуть ему центральную роль в торговле залива, был намечен гигантский дноуглубительный проект с целью изменить само морское дно. Цель предельно ясна – удалить 353 миллиона кубических футов наносов, что эквивалентно 1000 олимпийских бассейнов, углубив и расширив подступы порта в соответствии с требованиями современного судоходства. В апреле 2025 года правительство поручило эту монументальную задачу компании Jan de Nul Group, международной корпорации с бельгийскими корнями, известной опытом в реализации сложнейших драгировочных проектов. Операция официально стартовала 19 июня 2025 года. Сцена у моря, непрерывная активность и механическая мощь. За судами, сосущими ковшами, огромными кораблями, действующими словно гигантские пылесосы дна, следуют другие типы. Они всасывают песок, ил и мелкий гравий, запасая грунт в массивных бункерах на борту. Когда доки заполняются, суда отправляются в зоны сброса или рекультивации для выгрузки. При более твердых донных условиях используются резательно-насосные драги, подводные экскаваторы с вращающимися режущими головками, которые перемалывают плотную глину и песок до состояния суспензии. Эту смесь затем по плавающим трубопроводам перекачивают на берег, что позволяет вести непрерывную драгировку, не прерывая работы порта. Техническая сложность проекта огромна. План предусматривает углубление фарватера с 12 до 14 метров и расширение навигационного канала с 150 до 180 метров. Добиться этого при сохранении работоспособности порта – тонкий баланс. Команды драгировщиков должны действовать предельно аккуратно, чтобы ежедневные судоходные операции не останавливались и экономическая жизнь региона не прерывалась. Это логистический танец точности, синхронизации и инженерного мастерства. Для региона это не просто строительный проект, это символ приверженности будущему. Расширив подходы, Прогрессо сможет принимать более крупные и эффективные грузовые суда современности, что упростит цепочки поставок, сократит издержки и привлечет новый бизнес, стимулируя рост не только порта, но и всей прибрежной экономики. Это смелое, ориентированное в будущее начинание, которое может наконец обеспечить пирсу Прогрессо ту связанность, к которой он всегда был предназначен. Такой масштабный и сложный портовый трансформ может занимать годы и несколько строительных сезонов, столкнувшись с отложениями и задержками. Но в Прогрессо темп работы впечатляет. Крайний срок жестко установлен. Конец 2026 года. Всего 2 года от старта проекта. Это гонка со временем, продиктованная более широкой визией экономического роста и регионального развития. С места работ уже видны неоспоримые признаки прогресса. Драгировочные машины неустанно расширяют охват работ по дну залива, формируются новые платформы на рекультивированной земле, установлены башенные краны, готовые к работе, как только терминалы будут готовы. Когда завершится первый этап, последствия будут глубокие. Прогрессо перестанет быть портом, ограниченным только Панамакс-судами, и сможет принимать пост-Панамакс судна с осадкой до 12 метров.
Крупные грузовые суда, следующих прямо между Флоридой и Юкатаном, смогут швартоваться без вынужденной перегрузки или объезда через другие порты. Устраняется узкое место, мешавшее эффективной морской торговле региона. Для импортеров и экспортеров это означает значительную экономию времени и средств. Эта трансформация не просто история о более глубоких каналах и перемещенном песке. Речь о колоссальных экономических эффектах, которые последуют, когда грузопоток порта удвоится. Для производителей Юкатана это означает более быстрый и дешевый выход на глобальные рынки, экспортеры сельхозпродукции, готовой продукции и прочего перестанут страдать от задержек и дорогих объездов через другие порты. Импортеры получат предсказуемость в цепочках поставок, что облегчит планирование и снизит риски сбоев. Повышенная эффективность привлечет логистические компании, инвесторов и промышленные производства, желающие находиться поблизости от порта. Ожидается, что приток компаний создаст каскад рабочих мест, от операторов кранов и грузчиков до экологов, планировщиков логистики, таможенников и ремонтных бригад. Экономическая активность распространится за пределы порта, поддерживая малый бизнес и обеспечивая дополнительные налоговые поступления, которые можно будет направить на дороги, школы и здравоохранение. Эксперты прогнозируют, что в течение 5 лет пропускная способность Прогрессо может удвоиться, утвердив Мексику как важный торговый коридор, соединяющий Северную Америку, Центральную Америку и Европу. Это не локальная модернизация, это изменение правил игры на континентальном уровне. Однако амбициозный драгировочный проект сопряжен с неизбежными экологическими рисками, которые нельзя игнорировать. Дноуглубление нарушает морское дно, поднимает осадки, что вызывает помутнение воды и угрожает деликатным морским экосистемам и изменяя места обитания, от которых зависит местная фауна. Понимая это, план модернизации сопровождается подробной программой оценки воздействия на окружающую среду и строгими мерами по снижению вреда. Одной из ключевых мер является установка заграждений для осадков, специально разработанных для уменьшения мутности воды и предотвращения широкого помутнения, способного задушить водную жизнь. Работы скоординированы с природными циклами. Драгирование приостанавливается в критические периоды нереста рыб и в периоды размножения морских черепах, чтобы не нарушать их воспроизводственные циклы. Параллельно проводится масштабная программа по восстановлению мангровых зарослей, естественных буферов, стабилизирующих береговую линию и служащих средой обитания для многих видов. Мониторинг и подотчетность принимаются серьезно. Регулярно проводятся независимые экологические аудиты, а в местном университете создана лаборатория для круглосуточного мониторинга качества воды, отслеживающая мутность, РН и уровень загрязняющих веществ, что позволяет оперативно реагировать при превышении порогов. Местные природоохранные организации, обеспокоенные здоровьем залива, настаивали на дополнительных исследованиях рыбных ресурсов и чувствительных скоплений водорослей, формирующих основу морской пищевой сети. Власти согласились на усиленное наблюдение и готовы динамически корректировать методы драгирования при появлении признаков экологического стресса. Так экономическое развитие пытаются проводить рука об руку с экологической ответственностью. Если порт – это торжественный вход в будущее Юкатана, то железная дорога Трен-Майя, поезд Майя, служит как бы центральным коридором, связывающим побережье с глубинкой страны. Протяженность маршрута впечатляющие 965 миль, приблизительно 1553 километра. Он проходит через 5 штатов – Юкатан, Кентана-Роо, Кампече, Табаско и Чьяпас.
С 34 стратегически расположенными станциями поезд предназначен не только для перевозки пассажиров, но и для доставки коммерческих грузов. Жизненная артерия для торговли и культуры региона. Проектная пропускная способность до 25 миллионов пассажиров в год, что подчеркивает его важность для мобильности и экономики. К середине 2024 года Трен Майя сделал ключевой шаг – введение выделенного грузового направления, что превратило проект из пассажирской инициативы в серьезный транспортный коридор для товаров и сырья. Среди самых преобразующих элементов – строительство 43-километровой железнодорожной ветки от Мериды, столицы Юкатана, прямо к порту Прогрессо. Этот связующий участок – революционная интеграция морского и железнодорожного транспорта. Когда он будет готов, ориентировочно к 2026 году, контейнеры, загруженные на океанские суда в Прогрессо, больше не будут вынуждены проходить медленный и дорогой путь разгрузки и дальнейшей автотранспортной доставки по загруженным дорогам. Грузы смогут напрямую отправляться с корабля на поезд, что снизит внутренние транспортные расходы до 20% и сократит время доставки в центральные районы Мексики и на юг США примерно вдвое. Развитие не ограничится одним связующим звеном. Планируется строительство 4 мультимодальных терминалов в Пенхамо, Пиньямо, Поксиль. Название в источнике может быть неточным. Прогрессо и Канкуне. Эти терминалы станут хабами, объединяющими морские возможности порта, железнодорожную сеть и внутреннее производство, формируя тесно связанную логистическую систему. Эта сеть обеспечит плавное движение грузов с минимальными задержками и максимальной эффективностью. Трен Майя, помимо культурных и экологических аспектов, стремительно превращается в двигатель региональной торговли, связующее звено, которое приближает внутреннюю Мексику к мировым морским путям и открывает новые горизонты процветания. Массовый проект по извлечению грунта из Мексиканского залива не просто инженерный рекорд, он явный предвестник глубокой трансформации, охватывающей полуостров Юкатан. Обновление порта Прогрессо в сочетании со стратегическим железнодорожным соединением создают региональный узел в полушарной торговле. Впервые Юкатан сможет служить мощным проводником, связывающим Флориду, Европу и Карибы напрямую с мексиканским внутренним рынком, минуя привычные узкие места и задержки, которые сдерживали рост десятилетиями. Потенциал полуострова долгие годы был скрыт под мелководьем и слабой инфраструктурой. Но сегодня звук драгировочных машин, работающих круглосуточно, постепенное появление огромных искусственных платформ на рекультивированных территориях и укладка стальных рельсов Трен Майя – все это ощутимые признаки того, что ожидание окончено. Пришло время глубоководного порта, который сможет конкурировать с глобальными игроками. То, что начиналось как, казалось бы, простое дноуглубление, удаление песка и ила с морского дна, стало основой для новой главы в истории Юкатана. Эта опора не только физическая, она символизирует ускорение торговли, усиление отраслей и рождение одного из самых перспективных экономических фронтов в Америке. По мере того, как контейнерные суда растут в размерах, а глобальные цепочки поставок требуют все более быстрых оборотов, преобразование Прогрессо дает Юкатану способности отвечать на эти вызовы с беспрецедентной емкостью и эффективностью. Ожидается широкий экономический эффект, новые рабочие места в логистике и судоходстве, приток иностранных инвестиций и беспрецедентный доступ местного бизнеса к рынкам Северной Америки и далее. В великом полотне развития Мексики Юкатан уже перестает быть отдаленной окраиной и превращается
в динамичный перекресток, где морской край встречается с ритмом глобальной торговли. Будущее перестает быть воображаемым, оно закреплено в бетоне, стали и устойчивом прогрессе региона, готового переопределить свое место на мировой арене. Если бы вы руководили процессом, как бы вы обеспечили, чтобы эта трансформация приносила пользу и экономике, и экосистеме? Поделитесь своими мыслями.